Представьте себе игру, где герой попадает на морское дно. Ему необходимо там выжить, собирая ресурсы и на время пребывания под водой возводить базы, чтобы по итогу выбраться на поверхность и покинуть это богом забытое место. Скорее всего, услышав это вступление, вы сразу представили себе Сабнатику, на что и был расчет. Но так было далеко не всегда. За 8 месяцев до появления в пространстве интернет ранних версий Сабнатики, как мне кажется, довольно-таки локально и не очень громко дал знать о своем существовании такой проект, как Far Sky, о котором, в свою очередь, я узнал благодаря этому парню. Никитос, заткнись, давай играй уже. Субмарина с Нейтаном на борту, а это главный герой, терпит крушение и разваливается на 9 кусочков по всему морскому дну. Очнувшись, Нейтану сразу же поступает приказ шуровать на подводную базу, на которой уже есть печечка, картошечка, верстачочек, сундучочек и стартовый капитал. Чик. Первым же делом пришло время фармить. В данном мире такой ресурс, как железо, можно добывать бесконечно. Может сложиться чувство, что я играю в Cookie Clicker, но на самом деле это не так. Я играю в Iron Holder. Вторым делом я поставил экстрактор для железа. И теперь он будет добывать для меня железо. Теперь я могу скрафтить какой-нибудь верстак. Я скрафлю основной воркшоп и поставлю его сюда. Оказывается, у меня уже был в main воркшоп, соответственно, я возвращаюсь фармить железо. Воркшоп для оружия. Так сюда же его нахрен поставить. И здесь я могу скрафтить себе, например, нож. Отлично. Ух ты, что же это такое? Какое-то солнышко упало под воду. Так это всего лишь кусок субмарины, которых нужно еще 8 штук, для того, чтобы собрать ее целиком и выбраться на поверхность. А искать их нужно по всему морскому дну. К слову, это является основной задачей игрока. Так, добуду немножечко еды себе питалова. Сюда на базулечку. Ой, акулы сплываются на кроу. Ой, уйди, сволота. Нужно быть чертовски осторожным, потому что акулы сплываются на кровь. Я вас понял. 8-й день под водой. Что же я нашел? Золото, которое, в отличие от бесконечного железа, имеет ограниченный ресурс. Наступила первая ночь. Я испытывал самый настоящий, неподдельный, что ни на есть, ужас. Мало того, что я боюсь темноты, так я находился еще и под водой, окруженный опасными хищниками, такими как акулы. Но наш герой оказался не из пугливых. Он двинулся добывать ресурс. 48 железа экстрактор нафармил на базу. Теперь Нейтан мог скрафтить себе спирган и кучу копий. С этого момента он мог, не боясь, выходить на охоту. Что же это такое? Ой, копер. Вот это да, это именно то, что мне нужно. Ах ты, сволота, ёпта. Получай, гнида. Получай, скотот. Нейтан оказался не настолько крут, поэтому он вернулся на базу и в срочном порядке захилился бинтиками. Да, это было удивительное приключение. 2-я неделя под водой. О, нифига себе, сколько тут железа, обалдеть. Оказывается, ресурс, судя по всему, ограничен. Я сделал себе экстрактор. Теперь я могу добывать в промышленных масштабах копер. Теперь я добываю копер. Oh, yes. Я могу себе скрафтить крутой костюм, нахрен. Сразу же его на голову. Я могу сделать себе дайвинг сьют. Я могу сделать себе акваланг дополнительно. И я могу сделать себе андервотер скутер. И сразу же сходу же проверяем, что он из себя представляет. Обалдеть. Могу ли я выплыть на поверхность с таким девайсом? Тут невидимая стенка. Позорище. Невидимый потолок, если быть точнее. 216 сутки под водой. Сколько же у меня сейчас хавки будет, это вообще с ума сойти, реально, короче. Так, пора спуститься на глубину пониже. Значит, еда есть, оружие имеется. Пора выдвигаться в путь. Все, пора нырять. Поехали. Я боюсь глубины. Ну, поехали, ребят, погнали. 125 метров. Глубина 125 метров. Спускаясь ниже. 150 метров глубина. Бля. Ноги так переломать можно. 200 метров глубина. Твою мать, что это за чудище здесь обитают? Эти рыбы, сука, светятся. Уроды. Посмотрите, что это такое? А ну-ка.
Это энергия. Yellow Star. Положительная энергия. Energy drink. Так, ну-ка мне это рыба надо, срочно. Новейшая рыба, обновление на рыбу, смотрим. Акул нет? Бля, что это за чудище? Короче, это обычная рыба, ничего с ней интересного не падает. Это что такое? Это же рыба Адум! Твою мать! Эйден Фиш, я слышал о тебе. Добыча. Пошла добыча ресурса. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Тост, с нее выпал тост. Оу, ес. Ух ты, мать, ты что нападаешь? Иди ну-ка отсюда. Все, пора сваливать отсюда, пока при памяти. Сейчас догонит сволота, я слышу. Пошла ты в сраку, гнида ты, ёпанки. Иди отсюда, творота сраная. Я бы и рад посражаться еще с подводными уродцами, да только вот кислород у меня в ограниченных количествах. А поэтому время от времени для восстановления запасов воздуха мне нужно возвращаться на базу. Все. Там еще одна база есть, оказывается, охренеть. Оху, обалдеть. Ни хрена себе. Оказывается, машины тоже умеют. Оказывается, тут... это затопленная база. Она тонет. Походу, ее можно починить. И на всякий случай, без особой затрат ресурсов, я принялся чинить эту базу. Судя по всему, починил всю базу. И вода начинает отступать. God damn, я могу здесь жить. Поэтому необходимо навести здесь красоту. В сундуке я нашел парочку красивых постеров и повесил их на стеночку. И знаете, вот смотрю, любуюсь, взгляд не могу оторвать. Я бы даже своих постерочков надел и повесил. А вот разобраться в том, как строить композицию, работать со шрифтами и цветом, вы можете на бесплатной вводной части курса «Графический дизайнер» от Яндекс.Практикума. На ней вы узнаете, какие задачи решает дизайн, поймете, подходит ли вам профессия и обучение на платформе. И это только первая причина обратить внимание на курс. После того, как вы пройдете вводную часть, можно будет продолжать обучение уже в платном режиме, и займет оно 9 или 12 месяцев, в зависимости от выбранной программы курса. За это время вы научитесь основам дизайна, работать с графическими программами Figma, Photoshop и Illustrator. Создадите дизайн мерча, лендинга, презентаций, анимаций и макапы. А к завершению обучения у вас уже будет свое портфолио более чем из 8 проектов. Вот, к примеру, часть портфолио выпускников Яндекс.Практикума. К концу обучения с вашим готовым портфолио специалисты научат вас таким ценным навыкам, как формирование стоимости своей работы, как искать заказы, как взаимодействовать с заказчиками и вести с ними переписку. Ну а с вашим крутейшим портфолио вы сможете трудоустроиться в штат компании, но выбор все равно останется за вами. Фриланс или работа в компании. Яндекс.Практикум уже трудоустроил более 10 тысяч своих выпускников. Посему незамедлительно сканируйте QR-код на экране или переходите по ссылке в описании и проходите бесплатную вводную часть курса «Графический дизайнер». Вот так. Пора двигаться дальше. Добыча ресурсов не ждете. Скотобаза. Блять, скотина на меня набросилась. Получай, гнида. Еще одна база. Сейчас я, скотина такая, так наформлюсь вообще. Сюда бы переселиться, да и жить здесь. Ладно, починю. Все, это будет моей новой бейзой. Все, я пока погнал фармить нахрен. Охереть, это что это вообще? Кракен. Они охраняют кристалл. Вы уродцы, вы мне вообще никакой... Ой-ой-ой! Уродище! Один готов. Это принадлежит мне. Ты чё, гнида, бля, охерел? О! Страшно! Все, я ухожу отсюда, ребят, пока. Готов! Они базу ломают! Охереть! Удивительно рядом уж действительности. Здесь настоящие ужасы, я боюсь. Охереть, а ну. Ой, это же тот самый ресурс, тот самый, который... Ладно, я думаю, можно здесь поставить экстрактор и добывать этот удивительный ресурс. А ну. Ладно, пускай эта херня пока фармит, я спущусь еще глубже. Ладно, пора делать ласты отсюда. Надо перевести дух на базе и вернуться сюда вновь с новыми силами. Вернувшись на крайнюю бейзу, я твердо и четко решил, что это будет моим новым домом. И тут же занялся реновацией. Я отрезал все ненужные комнаты, расширил коридоры, переосмыслил входы на базу, сделав их более удобными для меня, и оформил складскую комнатку. После этого я погнал проверить экстрактор с синим камешком. Так, а ну сюдой. О, ни
Нихера себе, сколько я добыл. И было решено свимануть до самой первой базы, чтобы забрать оттуда все оставленные ресики и перевести их на новую базенцию. Сюда, бляха-муха, куда? И уже после чего я скрафтил себе самую крутейшую снарягу и засадил все горшки самой крутейшей картохой. А после я оформил парочку стрелялочек с восьминогими, из-за того, что стыбрил у них несколько кристаллов. Поехали отсюда. Куда? Ух ты, скотина! Лошье поганое. Так вот дела и делаются нахрен. О, что это такое? Обалдеть. Обалдеть. Чудеса техники. Он еще и убивает. Как же этот парень крут. И что же вы думаете дальше? Я занимался ровным счетом тем же. Плавал плюс фармил. Но с таким удовольствием. 18514 день. По итогу мы с моими друзьями в форме дисков полностью собрали подлодку. Субмарину. Итак, внимание, последний кусок. Найс. На базу! Я себе построил ее прям на месте, охереть. Да. Обалдеть. Да, сука, я могу покинуть эту чертову подводную историю, блядь. Да! Ну и вот так вот. Я выбрался. Я выбрался наверх. наружу. В общей сложности у меня ушло 3,5 часа на прохождение так называемого сюжета, блин. И честно, мне очень понравилось. Очень понравилось. Вот на экране даже статистика есть с моего похождения. Плюс бонус. Открылся безграничный режим выживания. А при желании можно даже загрузить сейф и дальше в нем плавать и делать вообще, что хочется. Вот. Фарскай — идеальная игра на вечер, которую можно скачать бесплатно на официальном сайте разработчиков. Ставьте лайки, подписывайтесь. Всем пока. He'll survive, but